Спасибо большое, что решили посмотреть этот концерт. Несмотря на закон о запрете согласных букв, то, что вы сейчас делаете, совершенно законно и не является экстремизмом. Я бы хотел, чтобы этот концерт увидело как можно большее количество людей. Но вы сами понимаете, что в это время я довольно ограничен в средствах продвижения. Поэтому, если вы можете, сделайте громадное одолжение. Обязательно поставьте лайк, обязательно оставьте комментарий. Если вам стрёмно оставлять комментарий, оставьте такой, который будет безопасен для вас. Я уже для вас их придумал. Например, как-то это все нерадужно. Умный, интеллигентный комик Чеботков. Просто супер, смотрю без звука. И, наконец, да у него просто бабы нормальной не было. Спасибо большое за поддержку. Приятного просмотра. А давайте теперь очень тепло встретим великолепного человека, замечательного комика, того, ради кого вы сегодня пришли. Это прекрасный Павел Залуцкий! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Так, давайте, мне очень важно понимать, что вы за люди. Поаплодируйте мужчины. Поаплодируйте женщины. Поаплодируйте гетеросексуалы. Все же знают, кто такие гетеросексуалы. Просто не все знают. Видели вот это знаменитое видео из Барановича, где чувак ходит по городу и спрашивает, как вы относитесь к гетеросексуалам? И люди такие, упаси Господь, у нас на районе таких нет. Увидел бы гетеросексуала, оторвал бы ему башку. Мне кажется, у таких людей спросят, что вы думаете об ЛГБТ? И они скажут, хороший вуз, сын учится нормально. Давайте сразу, чтобы было понятно, почему я шучу так, как я шучу. Я гей, открытый гей. Расслабьтесь. А вот это уже слишком толерантный зал. Конечно, самые разные реакции бывают на мои выступления. Помню однажды, как чувак говорит жене, пипец, расплодились, уже в стендапе выступают. Я думаю, ну если расплодились, то плодим не мы. Геи рождаются от натуралов. Я помню, я когда это рассказываю, в первом ряду сидит чувак с таким лицом. От меня? И вот я сказал, потому что я гей, но это не значит, что какое-то фрик-шоу. Это не значит, что я придумал себе какой-то козырь. И вот теперь хожу и привлекаю к себе внимание. Нет. Просто если я с самого начала вас не предупрежу, а сходу начну рассказывать про своего парня, это же будет очень резать слух. Я скажу, я занялся сексом с Андреем, и вы подумаете, нет, он не с Андреем занялся сексом. Просто Паша родом из Беларуси. Андрей, это что-то по-белорусски. У нас же как, в белорусском есть слова, которые звучат по-русски, но означают совершенно другое. У нас там как, диван-ковер, кролик-трус, батька тоже не то чтобы отец родной. Андрей, ну, наверное, женщина после инсульта. И вот я сказал о том, что я гей, но это не значит, что все шоу будет только про это. Нет. Как маленький дисклеймер. Знаете, как бывает в роликах пишут 18+, это значит, будет проскакивать мат. Здесь точно так же, будет проскакивать гей. Не всегда, иногда. Ну, просто бывает, как без матного слова не обойтись. Точно так же мне слово «гей» ни на какое другое не заменишь, потому что странно было бы, если бы я говорил «я открытый сангвиник», и недавно с симпатичным парнем познакомился в сангвиник-баре. Мы с ним поехали домой и показывали друг другу темперамент. А потом пришла его девушка, и я такой, так ты холерик, Нет, конечно, славянские страны гомофобные, но я не жалуюсь. У меня очень много друзей-натуралов. Они дружат со мной, насколько могут. Каждые выходные хожу на какие-нибудь натуральские посиделки. Каждые выходные слышу фразу «Паш, никогда не женись». Недавно друг натурал сказал это, а потом завис и такой «Ах ты хитрый!» Нет, я пытаюсь общаться с мужчинами, но это непросто. Женщины, вы знаете про это. У вас бывает такое, что вы единственная женщина в мужской компании. Это бывает достаточно токсично. Как только я попадаю в мужскую компанию, сразу же начинается игра «Пошути про гея».
Я вам открою секрет, все мужики в душе латентные, юмористы. Однажды попробовал с ними играть в баскетбол, я заработал для команды 6 очков. Угадайте, сколько шуток про очко я услышал от них. Самое сложное для меня — это вклиниться в мужской разговор. Вот в женский разговор я могу вклиниться в 2 счета. Как нужно общаться с женщиной? Просто задаешь ей вопросы. А где ты училась? А какой косметикой ты пользуешься? А ты волосы лакируешь? Вы говорите, есть женская загадка. Разгадывается в 2 счета. Вот как по мне, загадка есть в мужике. Когда ты его спрашиваешь, а какое вино ты предпочитаешь? И он тебе говорит, а тебя ебет? Поэтому мне женский разговор ближе, потому что он мне понятнее. Как общаются 2 женщины? Одна другой что-то рассказывает, другая слушает, задает наводящие вопросы. Вы когда-нибудь видели 2 женщин, которые бы не о чем было поговорить? Я ехал в купе с 2 женщинами, передаю им их разговор. Одна другой говорит, вы посмотрите, как землю перекапывают до самых рельсов. И вторая такая, конечно, это если будет пожар, чтобы к поезду не подступило. И первая такая, а то подступит к поезду. И куда мы с вами уедем, правильно? И та такая, никуда. А вы помните раньше, как Москва горела? То есть, понимаете, им все равно о чем, лишь бы такая ниточка пиздежа тянулась. Может быть, поэтому в женских разговорах никогда не повисает пауза, во время которой отхаркиваешь. Но иногда гомофобия доходит просто до идиотизма. Как один чувак мне говорит, Паша, я к тебе нормально отношусь, но ты пойми, Бог против геев. Я думаю, ну нет же, если бы он был против, он бы уже как-то бы это обозначил. Не бывает же природных катастроф, в которых бы погибли только геи. Чтобы в новостях говорили, ураган унес Евровидение. Остались только сербы и мужик из Польши. Но самое странное, это когда мне пытаются что-то посоветовать. Как один коллега говорит, ну ты же можешь спать с женщиной, просто закрывай глаза и представляй, что это мужчина. Я говорю, так ты тоже можешь. Но вы не переживайте, я в Америке стал открытым геем. Просто я патриот, чтобы на родной земле гомосятить между березками никогда. И вот я 11 лет прожил в Америке, а потом я переехал назад. Я знаю, со стороны выглядит, как будто бы я занимаюсь экстремальным гомосексуализмом. Возможно, скоро будет соревнование по экстремальному гомосексуализму от Red Bull, когда со своим парнем нужно будет стоять на вокзале в Могилеве и встречать поезда с дембелями. Но я не ради этого спорта переехал. Просто очень тяжело жить в Америке, когда ты иммигрант, когда ты приезжий. Очень тяжело жить в Америке, когда твой русский акцент сильнее твоего гейского акцента. Даже в гей-клубе все просто геи, а ты товарищ гей, коммунист. Я переехал, потому что я там был никто. Прикиньте, как это обидно. Когда ты живешь в Лос-Анджелесе, кругом одни звезды, Бритни Спирс, Мадонна, Шер, и ты пустое место. А в Минске я был звезда. Я шел у себя по району, а люди говорили, смотри, это же гомосек из стендапа. И я такой, спасибо. Я как раз не мог заставить себя начать бегать. На самом деле, я уже очень давно как открытый гей. Я давно сделал камин-аут. Для тех, кто не знает, камин-аут — это когда ты гей, и тебе нужно собрать всех своих друзей и родственников и рассказать им то, что они и так уже давно знают. Мой первый камин-аут был в подъезде дома, где живут мои родители. Меня встретила соседка тетя Ира, она знает меня с детства. И она задала мне свой привычный вопрос, женился ли я. А я на протяжении 10 лет до этого ей отвечал одно и то же, еще нет. И мне так стыдно стало, что это каждый раз повторяется одинаково. Поэтому я решил признаться ей, сказать о том, что я гей. Я знал, на что я шел. Но даже в самом страшном сне я не думал, что эта женщина, которая знает меня с детства, скажет мне, фу, Паша, бред, ужас, как ты живешь. У тебя есть грин-карта в Америке, разрешенные гей-браки, добери, тащи туда любого. Коля с 7-го подъезда. Леша с 14-го этажа. Денис из 56-й квартиры. А потом у меня был камин-аут в программе «Открытый микрофон» на ТНТ. И вот я пошел на риск. Я решил признаться на всю страну. Я думал, что мой камин-аут вдохновит людей. Я хотел, чтобы после меня пошла волна камин-аутов. Но нет, ни разу не было такого, чтобы я выступал и рассказывал о том, что я открытый гей. И какой-то мужик встал и сказал, и я открытый гей. А потом встал еще один, и я открытый гей. И какой-то чувак сзади, ну раз я тогда я открытый гей. И владелец бара такой, закрывайте помещение, поджигайте.
А я хочу, чтобы пошла волна камин-аутов. Люди, признавайтесь, избавляйтесь от токсического стыда. И вам станет проще, и нам. И может быть какая-нибудь женщина сейчас встанет и скажет: да, признаюсь, Борша работала в продуктовом, перебивала дату на продукции. Я хотел, чтобы мой камин-аут принес пользу обществу, но максимум, чего я добился, на одном из моих выступлений один мужик так сильно ржал, что у него из носа вылетела сопля. И я думаю, может быть, такая маленькая отдача, потому что очень мало общенациональных камин-аутов. Просто согласитесь, у большинства геев нет такой возможности открыто сказать о своей ориентации по телевидению. А те геи, у которых такая возможность есть, почему-то этого не делают. Все же мы прекрасно понимаем, о ком я. Прикольно, что сейчас у вас у всех в голове разные фамилии. И все вы правы. Да, несмотря на сложности общения, у меня очень много друзей-натуралов, и мы очень близки. Но почему-то люди думают, что только лишь потому, что я гей, я должен общаться только с геями. А мои друзья геи, они звонкие, веселые, они ходят в гей-клуб, а там шумно, весело. А я иногда просто хочу с обычными мужиками пойти в бар, пропустить по пивку, обсудить бывших. Типа сегодня сучки Алена, Аня и Антон. Я сейчас дружу с одним супер нетолерантным чуваком, он бывший футбольный фанат, он расист, он сексист, но потому что ему нравится общаться со мной, он в своей нетолерантности сделал исключение для геев. Россия для русских и для геев. И недавно мы с ним общались, разговаривали про детей, и он говорит: считаю, что если у геев дети, это нормально, главное, чтобы не у лесбиянок. Я говорю: почему? Он такой: они мужиков не любят. То есть, понимаете, такой чувак, у которого мужская солидарность оказалась сильнее гомофобии. И я понимаю, почему он за геев, потому что для него же очень важны патриархальные ценности, а геи из них не так сильно выпадают. Возможно, для него гей — это вообще чистый патриархат. Возможно, для него это выглядит как гей за мужиков. Значит, не все мужикам. Деньги мужикам, власть мужикам, мужиков мужикам. И иногда мои друзья-натуралы мне очень доверяют. Иногда это очень странное доверие. Один из них недавно мне позвонил и говорит: Паша, моя подруга вышла замуж. Они меня позвали с мужем, и я ездил к ним трахать ее на глазах у мужа. Я никогда это никому не говорил, но тебе доверяю. Ты гей, ты поймешь. А почему я должен был это понять? Только лишь потому, что у меня нетрадиционная ориентация. Это не значит, что я практикую нетрадиционные отношения. Я за традиционные гей-ценности. Да, я сплю с мужчинами, но только после свадьбы. А вы думаете, мы почему за гей-браки боремся? Мы вам что, шлюхи, что ли, без печати в паспорте спать друг с другом? Я надеюсь, вам нравится этот концерт. Если вы можете, поддержите его донатом, это очень поможет мне. Спасибо большое, приятного просмотра. Последние 5 лет я жил в Москве, работал в программе «Женский стендап» на ТНТ. И вы знаете, мне не нравятся нетолерантные, но мне также не нравятся вот эти супертолерантные люди, которые такие: засунули гея в женский стендап, как они могли? Он же не женщина, это оскорбительно для ЛГБТ-сообщества. Слушайте, я выступал по телеку и на всю страну говорил о том, что я гей. Мне насрать, в какой программе это было. Если бы об этом можно было говорить в программе «Жить здорово», я бы и там об этом говорил. Я открытый гей, я признался, и мне жить здорово. И Малышева такая: сейчас мои коллеги в ростовых костюмах вам все наглядно продемонстрируют. Просто давайте так, не так часто гею в странах СНГ в руки дают микрофон. А если и дают, это чтобы он сказал: спасибо за этот золотой граммофон. Поэтому я буду использовать любую возможность. Выступление в женском стендапе, или я говорю тост на свадьбе. Или у меня телевидение берет интервью, как в доме начался пожар. Я такой: ой, вы знаете, повалил дым, а я дома гей. А потом в России приняли новый закон против геев, который запрещает говорить про геев в публичном пространстве, закон о запрете гей-пропаганды. И мало того, что закон ужасный, название у него максимально странное. Потому что как закон, который пытается запретить говорить про геев, может содержать слово «гей» в названии? По логике он должен называться не закон о запрете гей-пропаганды, а закон о... И вот приняли закон о пропаганде, но Бог не Тимошка, видит немножко. И поэтому для того, чтобы восстановить баланс справедливости на планете, он сделал так, что на эту Масленицу в Приморье, в одном из городов, на городской площади, во время народных гуляний, на большом экране, по недоразумению, включили гей-порно. И вот люди в России ненавидят все гейское, но нет, все стали и смотрели. Потому что понимали, потом дома не посмотрят. Вообще, если не знать, что происходит, то можно было прийти на площадь,
увидеть, как на большом экране идет гей-порно, как сжигают чучело женщины, и подумать, свершилась гей-революция, все натуралы прячутся в метро. Ребята, я после этого инцидента понимаю, почему запрещают гей-пропаганду. Потому что после того, как в Приморье людям показали на площади гей-порно, по-любому же они уже никогда больше не переплюнут эту масленицу. Что они смогут предложить людям в следующем году? Лезть по столбу за сапогом? И люди скажут, да, конечно, только если оттуда будет лучше видно гей-порно. И больше всего в этой истории меня поражает то, что этот ролик запустил работник местного дома культуры, потому что накануне его уволили из ДК. Я вообще не знаю, как ему эта идея в голову пришла. Он сидел такой, уволили ни за что, всю жизнь этому ДК отдал. Ну, я вам... покажу. Но мне кажется, это очень странно использовать порно как орудие мести за увольнение. Потому что, по-любому же, в этом году в Приморье был человек, который отвечал, чтобы в этот момент на большом экране не шло гей-порно. И получается, это его упущение. И его тоже уволят. И, возможно, он тоже запустит гей-порно. И тогда уволят кого-то еще. И так до бесконечности. И потом в одну прекрасную новогоднюю ночь вы включаете телевизор, а там вместо боя курантов гей-порно. И вы такие, похоже, кого-то уволили. Мы приняли закон о пропаганде, поэтому из нового сезона женского стендапа пришлось вырезать все новые монологи, которые я подготовил для них. Это было очень обидно, потому что я хотел показать результаты своего труда. Но самое странное, один коллега мне говорит, ты же только эти шутки, которые не вырезали, нигде с ними не выступай. Потому что когда ты снимался, ты подписал бумаги и передал им права, и теперь они тебя засудят. Я думаю, ну хорошо, не буду, хотя, с другой стороны, навряд ли им нужен мой гейский материал. Навряд ли они пытаются его попридержать для кого-то другого в женском стендапе, что они такие, у нас Зоя Равицына на последней стадии смены пола. Стрижка под мальчика и живет с мужчиной, это же готовый гей. Да, не знаю. Очень странно это. Очень странно, что они держатся за эти шутки, не отдаю их. Я не знаю. Я бы на их месте, знаете, эти шутки, на самом деле, отдал бы мне. Я бы их не хранил, я бы их отдал бы мне. Потому что сегодня в России наказывают за распространение гей-пропаганды, а завтра начнут за хранение. И вот последние полгода я живу в Польше. И когда я только приехал в Польшу, у меня еще не было шуток про местную жизнь. Все мои шутки были про жизнь в Москве. И я помню, я как-то однажды выступаю в Варшаве, и после меня выходит на сцену ведущая и говорит, дамы и господа, считаю, что если человек находится в Польше, он не имеет права так свободно и вольготно рассказывать про то, что он из Москвы. И поэтому ему не место на этой сцене. Если вы согласны, поаплодируйте. И люди поаплодировали. Я думаю, наконец-то я дожил до того времени, когда быть из Москвы более опасно, чем быть геем. И ко мне подходит зрительница после выступления и говорит, ну вы поймите, мы напряглись, потому что мы не поняли вашу политическую позицию. Вам нужно уточнять вашу политическую позицию. Я говорю, мне? Я гей, который приехал из России. Или вы думаете, где-то есть гей, который яро топит за правительство, который такой, программа «Дальневосточный гектар», вот. Мы с друзьями-геями каждый взяли по гектару, начали гей-поселение, теперь уже никто не говорит, что Минск самый чистый город. Уточните вашу политическую позицию. А я не мог в России уточнить свою политическую позицию. Я уже по телевидению сказал на всю страну о том, что я гей. Мне нельзя в тюрьму, меня зэки на улице узнают. Гей и против войны. Навряд ли бы эта комбинация работала на зоне бы, правда? Как вы себе это представляете? Что какого-нибудь зэка бы увозили на войну в ЧВК Вагнера, а я бы вцепился ему в ногу и кричал, Геннадий, я тебя никуда не пущу! Неужели в танке лучше, чем во мне? Вот эти самые разные вопросы. Все докапываются, все что-то спрашивают, всех все не устраивает. Но больше всего мне нравятся эти вопросы от тех, кто остался. Мне очень часто те, кто остался, спрашивают, не проходит недели, чтобы кто-нибудь там из тех, кто остался, не спросил, ну как там дела на личном фронте? Я думаю, фронте? Ну, я не знаю, воюем. Ну, просто реально, там же людям рассказывают, что здесь геев так много, они же думают, что я от них отстреливаюсь. Вы понимаете? Такие пафосные вопросы эти.
Как дела на личном фронте? Не знаю, должен быть какой-то пафосный ответ. Типа, сегодня польский неприятель под покровом ночи сзади вошел в Пашу Залуцкого, расколов его на 2 части. Не обошлось без помощи союзников из Германии, которые действовали спереди. Я был первым открытым геем в СНГ на телевидении. Мне нельзя жить и выступать дома. Я переехал в Европу. И оказалось, что я недостаточно прогрессивный для современного западного общества. Прикиньте, со мной недавно связались гей-активисты. И они такие: мы в ваших выступлениях заметили некорректную лексику. Я говорю: а что такое? Они такие: а вы говорите натурал. Я говорю: а что не так? Они такие: когда вы говорите натуралы, это подразумевает, что геи какие-то ненатуральные и противоестественные. Надо говорить гетеросексуалы. И они такие: мы пришлем вам гайд, в котором будет актуальный тезаурус. И они мне присылают, и там такая глава: как избегать аутинга. И аутинг — это когда ты против воли человека рассказываешь другим о его ориентации. Хорошо, я знаю, что такое аутинг. Но как вы себе это представляете? Я приду к своему соседу и скажу: Михалыч, как избегать аутинга? И он скажет: я не знаю, наверное, надо чаще мыться. Это очень круто, что мы решили людей научить толерантности, но странно, что мы русскоязычных людей пытаемся научить толерантности английскими словами. Так у них еще толерантности к английскому языку нету. У нас люди еще на present perfect сыпятся. Аутинг, я не знаю. Придумайте какой-то русский термин. Например: а нахуя ты про меня распиздинг? Более того, оказалось, что нельзя говорить смена пола. Знаете, как надо говорить? Надо говорить транспереход. Я думаю, так замечательно. Действуйте с умом. Надо эти термины печатать не в гайдах, а в сканвордах, в тещином языке, чтобы какая-нибудь женщина под Борисовым ехала в электричке и такая: смена пола. Я думала, ламината, тут первое Т. Очень много правил. Сейчас есть небинарные персоны. Это люди, которые не ощущают себя ни мужчиной, ни женщиной. И к ним надо обращаться не он и не она. А знаете как? Они. И прикольно, что мне кажется, что пожилые люди в странах СНГ больше всего готовы к этому новому языку, потому что они уже разговаривают на нем. Когда какая-нибудь бабка орет: а они нам весь подъезд засрали. И, возможно, в этот момент рядом стоит небинарная персона, которая такая: спасибо, бабушка! Знаю, я переживаю. Я переживаю, что я не догоняю. Я переживаю, что я недостаточно толерантный. Я приехал в Европу, я попал в прогрессивное общество, и у меня проблемы. Потому что я приехал из Минска. Я думаю, я достаточно прогрессивный, чтобы жить в Европе. Просто я слишком долго жил там. Сексуальная ориентация очень многое определяет в моей жизни. Но что гораздо важнее, это мой славянский менталитет. Ребята, мой славянский менталитет сильнее моей сексуальной ориентации. Я поехал в Испанию и видел, как на улице 2 парня целуются. И моя вторая мысль была: какое прекрасное общество, никто никого не стесняется. А моя первая мысль была: ребята, вы что творите? Рядом же костел. Я против гомофобов, но в чем-то я их понимаю, потому что меня тоже бесят жизнерадостные геи. Я когда их вижу за границей, мне хочется сказать: что ты улыбишься? Тебе втащить? Ходит он тут в камуфляжных шортах. Служил? Поэтому мне ближе образ нашего страдающего гея, у которого проблемы. Который сидит на маленькой кухне. У него долги по коммуналке, он пьет водку, его бесит жена. И я понимаю, почему так. Потому что у нас, у славян, менталитет такой более грустный, более серьезный, чем у западных людей. Обратите внимание, у нас даже все творчество более такое серьезное. Театр у нас серьезный, стендап серьезный, кино серьезное. Гей тоже серьезные. У нас в гомосексуализме, как и во всем искусстве, обязательно должна быть нотка безысходности. У нас, что после фильмов Звягинцева, что после секса с мужиком, ты думаешь: ну это пиздец. Я переживаю о том, что я недостаточно толерантный. С другой стороны, я подумал, а может, не бывает стопроцентной толерантности? Просто я открытый гей, и даже для меня есть вещи, которые мне тяжело принять. Я здесь в Европе очень много вижу полиаморов. Это когда люди живут втроем. Я на них смотрю, и я понимаю, что моя толерантность к другим меньшинствам примерно на уровне
толерантности среднестатистического нашего человека к геям. Я когда вижу полиаморов, я думаю, я этого не понимаю, но кто я такой, чтобы это осуждать? Живите как хотите, только, пожалуйста, с закрытыми дверьми, чтобы мой парень этого не видел. Недавно у меня был самый сложный тест на толерантность, который только может быть у человека. Я поехал в Америку. На конференцию. Не на гейскую конференцию. Нет у нас у геев такого, что мы раз в год собираемся в Сан-Франциско, утверждаем вкусы фраппучино в Starbucks. Нет, на обычную конференцию. Я пошел там на лекцию, и рядом со мной села американка, она достала контейнер для ланча, она очень громко чавкала, ничего не было слышно. И я ей говорю, извините, пожалуйста, вы очень мешаете. И она мне говорит, а как вы смеете, белый мужчина, указывать мне, черной ЛГБТ-женщине, что мне делать? Я прифигел, потому что моя претензия не по поводу твоей ориентации или расы. А во-вторых, ребята, черная ЛГБТ-женщина, вам не кажется, что это слишком много бонусов? Знаете, как в детстве, когда играли в супергероев, был мальчик, который брал себе 2 суперсилы одновременно. У нас во дворе за такое били. Я вам это говорю, как Бэтмен гей. И она пожаловалась организатору, и он подошел ко мне и говорит, вы вели себя некорректно, потому что у нас, у белых мужчин, веками было превосходство. Я говорю, у кого у нас? У геев из Беларуси? На рабовладельческих плантациях же как было, что рабовладельцы подзывали гея-белоруса и говорили, Бульбаш, там черные чавкают, иди. Иди скажи им. А если плохо скажешь, то вот эти початки, которыми не чавкают, мы тебе в жопу засунем. Прикольно, что в Америке толерантность достигла такой степени, что они стесняются сказать человеку, если он ведет себя некорректно. Зато мы же вообще не стесняемся. У нас даже язык как построен, чтобы человеку можно было максимально высказать степень своего раздражения. Как мы общаемся? Подвинь сральник. Закрой чавкальник. Знаете, когда тебе сказали «закрой чавкальник», тебе не хочется сказать «я черная ЛГБТ-женщина». Ты думаешь, а закрою-ка я чавкальник? Чего это я разошлась? Черная ЛГБТ-женщина понапридумывала себе. К чему эти условности? Все люди, независимо от ориентации, пола и расы, могут одинаково получить по хлебалу. Мне нравятся ваши расслабленные лица. Вот видно, что людям комфортно жить. Комфортно жить в Польше. И мне тоже комфортно жить в Польше. И я обожаю жить в Польше из-за этого, потому что здесь реально комфортно. Но согласитесь, иногда нам становится чересчур комфортно. Я объясню, что я имею в виду. Я недавно со своей подругой пошел в бар, и она там напилась и стала приставать к полякам. И такая, я настаиваю, чтобы вы выпили со мной. Она купила им шоты, заставила взять эти шоты в руки. И такая, когда нам хорошо, мы говорим так, повторяйте за мной. И она такая, живя Беларусь. И поляки такие... И поляки такие, живи Беларусь. И она такая, 2 раза. Живи Беларусь. И поляки такие, живи Беларусь. Она такая, а 3-й раз, 3 раза. Живи, Беларусь, Беларусь, Беларусь. И поляки такие, Беларусь, Беларусь, Беларусь. И я посмотрел, у нее как будто бы на лице было написано, Польша, пизда. Если вам нравится то, что вы смотрите, задонатьте. Мне будет очень приятно. Приятного просмотра. Мне 39 лет, у меня нет детей, и подруга говорит, что это очень плохо, потому что в старости мне некому будет подать стакан воды. Вы, кстати, в курсе, что по статистике большинство геев умирает от жажды? А я всегда очень хотел детей. Но я жил в таком обществе, где люди напрягаются, если рядом с геем дети. И я никогда не понимал, почему. У меня 3 несовершеннолетних племянников, это дети моей сестры, и мы всегда прекрасно общались. Я никого не пытался завербовать. Никто из них не стал геем. Я когда жил в Москве, я их водил туда же, куда и натуралы водят своих детей. В Кидзани нет маленького гей-клуба. Но уже очень давно существует закон, который запрещает говорить с несовершеннолетними про гомосексуальность. И я вообще не знаю, как общаться с детьми, чтобы не нарушить этот закон. Это же приходится говорить иносказательно. А если ты пытаешься это делать, возникает куча неловких ситуаций. Я когда со своим парнем прихожу к племянникам в гости, и они спрашивают у своих родителей, а кто это с дядей Пашей? И родители такие, а это его дядя. И племянники такие, а нам он кто? И родители такие, никто. И они такие, а дядя Паша он кто? И родители такие, никто. Не хватало только, чтобы они добавили, если вы понимаете, о чем мы. Предрассудки очень затрудняют общение. Я заметил, что пока мой племянник маленький, я могу его еще брать на ручки, сюсюкать, баюкать, дуть ему в животе, хлопать его по попке. И это смотрится органично.
Но в каком возрасте племянника настает вот этот слом, что вчера окружающие говорили: дядя Паша целует Митеньку, а сегодня окружающие говорят: дядя Паша целует Митеньку. Господи, ребята, да у нас даже мужчине-натуралу с мальчиком нельзя быть ласковым. Я помню, я когда это рассказываю, какой-то мужик кричит из зала: и правильно, я своего сына не целую, ему уже 12, я его не целую. Я говорю: а почему ты его не целуешь? И он такой: так у него же там растет везде. Я говорю: так а куда ты его целуешь? Мужчины, поаплодируйте, у кого есть сыновья. Сколько лет вашему сыну, мужчина? 11. Целуйте вашего сына. Целуйте вашего сына, мужчина. Целуйте вашего сына. Иначе он потом вам той же монетой отплатит. Когда он скажет: не буду я батю целовать. Во-первых, он меня никогда не целовал. А во-вторых, пиздец, он страшный в гробу. Дети, я на самом деле, да, мечтаю удочерить. Мне говорят: она вырастет у тебя лесбиянкой. Я говорю: ну, во-первых, молния не бьет в одно и то же место дважды. А во-вторых, если два мужчины удочерят девочку, как они смогут ей объяснить, что ей нужна другая девочка? Мне что, ребенка усадить в один прекрасный вечер за стол и сказать: Юленька, нельзя, чтобы все в роду были по мужикам, ты разорвешь это проклятие. Да и мальчика я бы воспитывал абсолютно нормально. У него бы над кроваткой была обычная каруселька, а не дискошар с писюнами. Вообще, на самом деле, усыновление непросто, потому что это большие очереди. Нужно долго ждать, это дорого. Поэтому я завидую женщинам. Вы можете родить. Как подруга говорит: у меня проблемы, я хочу от парня ребенка. Я говорю: мне бы твои проблемы, я хочу от Бога матку. Да, но очень глупо, на самом деле, очень глупо рассуждать про детей. И говорить о том, что ты хочешь усыновить, если у тебя нету человека, с которым ты собираешься их растить. Поговорим про личную жизнь. Несколько лет назад я расстался с парнем, и я думал, что он никак не сможет мне досадить, потому что в Беларуси же нет гей-браков. Но он, как и любой козел бывший, нашел решение и женился на мужике в Америке. Я знаю, некоторые женщины сейчас подумали: вот бы с моим бывшим такое произошло. Но я вообще не радуюсь, они еще фотки в интернет выложили. Это так бесит. Первый раз я видел, как в интернете на фотке целуются два мужика, и думал: кто Господь такой попускает? Там еще такая шикарная свадьба на берегу океана в Калифорнии в одинаковых костюмах. Я думаю: пипец, так это же должна была быть наша свадьба, это же я придумал. Ты украл мой праздник, ты как Гринч, только пи***. И что самое ужасное, у меня нет никакой надежды на то, что они разведутся. Я знаю, может быть, вы думаете, что я ужасный человек, но, девушки, согласитесь, у вас же было такое, что бывший женился, вы смотрите фотографии со свадьбы и такие: они не подходят друг к другу. А у меня нет никакой надежды на то, что они разведутся, потому что гей-браки пипец какие крепкие. И я объясню почему. Смотрите, женщине для того, чтобы состоялся гетеросексуальный брак, нужно найти нормального мужика. А чтобы состоялся гей-брак, таких мужиков должно быть двое. Двое непьющих, готовых остепениться мужиков. Если такие нашли друг друга, то это на века. Там даже ссоры жизнеутверждающие и позитивные. У меня знакомая пара геев убирали в квартире и подрались, потому что оба хотели пылесосить. А во-вторых, гей-брак – это всегда взвешенное решение, на 100% обдуманный поступок. Я вам гарантирую, что нет ни одного гей-брака по залету. Пошел к урологу в Польшу, говорю: у меня проблемы с мочеиспусканием. Он говорит: а какое у вас количество сексуальной жизни? Я говорю: недостаточное. И он такой: недостаточное количество сексуальной жизни приводит к застойным явлениям в простате, и это вызывает проблемы с мочеиспусканием. Вам нужно налаживать вашу сексуальную жизнь. Это все. Я говорю: это все? Я 250 злотых заплатил. Может, с тебя и начнем? Я прошел 3 врача. И вы так знаете, кто меня вылечил? Меня просто потом подруга в какой-то момент спросила: а какой длины у тебя зимняя куртка? У меня была короткая куртка. И я купил длинный пуховик, и все прошло. Из чего я делаю вывод, что мужчина не может быть врачом-урологом. Ребята, мы серьезно, мы мужики, мы не умеем заботиться о своем репродуктивном здоровье. Мы ничего об этом не знаем. Женщины знают про репродуктивное здоровье. Женщина знает, что нельзя сидеть на холодном, что нужно ходить к гинекологу. А мы, мужчины, мы первый раз идем к урологу за 30. А до этого мы там были только один раз, в военкомате, знаете, когда ты в трусах стоишь в коридоре, а потом заходишь голый к этому мужику, который тебя за яйца берет, как сомелье.
какого года? Мне, конечно, часто прилетает за то, что у меня шутки про геев. Как один коллега мне говорит, а почему у тебя все про геев? Даже когда у тебя не про геев, у тебя все равно с позиции гея. Ты же в первую очередь человек, а потом уже гей. Я говорю, ну, во-первых, в Госдуме так не считают. А во-вторых, почему у других комиков с позиции гетеросексуалов? Взять даже программу «Женский стендап», в которой я работал, которую я смотрю, и там девочки рассуждают кто про отношения, кто про мужа, кто про секс, там есть про сквир. Это очень смешно. Я никому не звоню и не говорю, сколько можно про вашу гетеросексуальность, зацикленные. Есть только нейтральных тем, например, самосвалы, сквиртуйте на них. Просто ориентация – это такая вещь, она всегда везде и во всем. Просто когда проявляется гетеросексуальная ориентация, все к ней привыкли, этого незаметно. А если проявляется моя, то кажется, что я афиширую. А я не афиширую, афиширую все. Хотите, я вам это докажу? Мужчина, какой вы ориентации? Гетеросексуальный. Вот. Мужчина сидит и всем своим видом показывает свою ориентацию. Но потому что его ориентация привычна, на это никто не обращает внимания. Ну подумаешь, сидит какой-то мужчина, держит девушку за руку. А если бы в первом ряду сидели два парня и держали друг друга за руку, навряд ли бы это было бы фоном. Навряд ли бы вы подумали, это они держатся за руку, потому что один из них пытается Паше втащить, а другой его сдерживает. Типа, тихо, Семен, мы с этого гея пришли смеяться, а не бить его. Бить дома будем жен за то, что билеты подарили и не сказали, что это сюрприз. Моя ориентация непривычна, поэтому кажется, что я тычу ей в лицо, а я не тычу. Просто пытаюсь жить свою жизнь. В 9 классе мне очень нравился мальчик из параллельного класса. Я писал об этом в дневнике, но я так боялся, что дневник найдут и прочтут. И поэтому, когда я писал про этого мальчика, я не писал по имени, а я упоминал только местоимение. Но, конечно же, я не писал он, но и не она, потому что я хотел сохранить верность своим идеалам. И поэтому я нашел очень кривожопый выход из ситуации, я писал «оно». Я не знаю, на что я рассчитывал, что люди найдут дневник и прочтут. Я и оно встретились взглядами, и это было так страшно, что я отвел глаза, и они подумают, пиздец, мы думали, что он гей, а он Стивен Кинг. С самого детства моя главная мысль в моей голове – это то, что я гей, и что жизни мне из-за этого не будет. У меня в детстве никаких других мыслей в голове не было. Это было очень тяжело. Я думаю, как я вообще школу закончил? В 10 классе мы с одноклассниками ездили в монастырь. Все веселились. Кто-то смотрел иконы, кто-то трапезную, кто-то монашеский уклад. А я бегал по монастырю, потому что я думал, что мне нужно найти какого-то многоуважаемого монаха, потому что я думал, что если я попаду к нему на исповедь и раскаю ему грех гомосексуальности, она обнулится. Ну, долбоеб. Как сказал этот монах. Вы, геи, зацикленные на своей ориентации. Да, очень тяжело не быть зацикленным на своей ориентации, когда само общество вокруг тебя зациклено на ней. Вы думаете, геям в странах СНГ нравится тусоваться в гей-клубах, а не в обычных клубах? Ребята, мы это делаем не по своей инициативе. Не мы придумали эти сложные правила, что для того, чтобы в Минске один парень мог взять другого парня за руку на улице, вокруг них нужно выстроить гребаный гей-клуб и написать на здании «Парикмахерская Камасутра». Людям не нравится гей-парад. Слишком специализированно, слишком вызывает, слишком привлекает к себе внимание. Раздражает. Я понимаю. Но это мероприятие и существует, потому что это реакция на запреты. Чем больше геев запрещаешь, тем больше это их разодоривает. Власти на родине хотят, чтобы там никогда не было гей-парада. Если они хотят достичь своей цели, то надо бороться правильно, не надо запрещать. Запретный плод всегда сладок. Но я и не говорю, что надо разрешать. Я хочу предложить выход из ситуации. Нужно просто делать максимальное количество бюрократических ограничений, как на все у нас. Чтобы все само сошло на нет. Чтобы мы ходили по инстанциям, чтобы в горосполкоме наш чувак в коридоре стоял за женщиной, которая пришла ярмарку меда согласовывать, и он тоже что-то сладкое. И что вот когда мы все инстанции обошли, все бумажки собрали, чтобы нам говорили, город не против, область тоже дает добро. Но вы же понимаете, по технике безопасности в нашей стране геи на гей-параде не могут ехать на открытых платформах. Попросите у Минобороны танки. Это все. Ребята, спасибо большое, что вы пришли. Хорошего вам вечера. Спасибо большое.
немного, но... Я не привык, на самом деле. Это было не запланировано, это друзья принесли. Это у натуралов такое водится. Мы геи такое не держим дома, понимаете? Мы геи такое дома не держим. Это вот эти толерантные, вот эти, из-за которых на платформу невозможно залезть, потому что там места нету. Нет, спасибо, на самом деле, очень красиво. Меня недавно друг спросил, а ты знаешь, что означает флаг твоей гейской страны? Я говорю, я не знаю. Флаг Гейляндии. У меня туда есть виза, между прочим. Спасибо, ребят, большое. Это очень круто. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы сделали все это возможным. Спасибо большое всем, кто помогал создавать этот концерт. По понятным причинам не все имена указаны в титрах, но, возможно, у вас нет титра, но вы однозначно вот здесь. Спасибо вам большое. Очень ценю вашу помощь. Не постесняйся, задонать по ссылочке в описании. Пашка, ты красивый, очень. А почему женщины это всегда говорят мне? А мужики? Ага, натуралы, тут ты красивый, ты красивый. Мои друзья натуралы приперлись на гей-парад. Они жизни не дают. Они приперлись на гей-парад, ребята. Это был мой единственный день, когда я мог быть собой.